Если вы начинаете работать с кожей, вот 5 ошибок, которые впустую потратят ваши деньги, материалы и ваши силы. Избегайте хотя бы первых 2 пунктов, они стоят дороже всего. Всем привет! В этом видео я покажу вам 5 самых распространенных ошибок начинающих мастеров кожевенного ремесла. Досмотрите видео до конца, чтобы узнать, как избежать большинства этих ошибок и сделать свои изделия более качественными, более аккуратными и более долговечными. Не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые интересные и полезные видео. И уже в этом месте, уже сейчас можете поставить лайк. Ошибка номер 1. Неправильный выбор кожи. Конечно же, вы все понимаете, что нельзя шить разнообразные изделия из одной и той же кожи. Каждый тип кожи обладает определенными характеристиками и определенными свойствами. И в зависимости от того, какое вы хотите сделать изделие, вы подбираете кожу с необходимыми характеристиками и свойствами. К примеру, вы не сможете сделать кошелек из кожи толщиной 3,5-4 мм, так как кожа для таких изделий не подходит. Также из тонкой кожи толщиной около 1 мм не получится сделать портфель. Итак, кожу необходимо подбирать обязательно с учетом того, что именно вы хотите сделать. По типу дубления кожа бывает хромового дубления, растительного дубления и комбинированного дубления. Скажу честно, в разные периоды своего занятия кожевенным ремеслом я бы всем советовал то одну кожу, то кожу растительного дубления, то хромового дубления, ну и так далее. Так как вначале мне нравилось работать с одним типом кожи, я тогда думал, что так и будет все время. Но через какое-то время мне стал нравиться другой тип дубления. В итоге сейчас я работаю со всеми. И с кожей растительного дубления, и хромового дубления, и комбинированного. Поэтому и советую людям попробовать работать с разными типами кожи и для себя уже определить, что им более по душе. Ошибка номер 2. Выбор инструмента. Выбор инструмента – это очень ответственный этап. Очень многие новички при покупке инструмента приобретают много лишнего, насмотревшись многочисленных видео на эту тему. Глядя на мастеров в видео, многие так думают: о, мне тоже нужен такой чемодан с инструментом. А в итоге затем большая часть этого инструмента просто лежит без дела. Я бы посоветовал для начала купить только самый необходимый основной инструмент, с помощью которого новичку можно сделать самые простые изделия. Это пробойники с шагом 4 или 5 мм. Вот такие китайского производства, они совсем недорогие. В основном идут комплектом по 4 штуки с 1, 2, 4 и 6 зубьями. Это ромбовидный пробойник. Ну, также есть и с круглыми. К примеру, покажу. Тут из 3 штук комплект. Шило подойдет абсолютно любое. Киянка. Повторюсь, я уже говорил в предыдущих видео, что для начала можно даже обычная самая киянка из строительных магазинов. Нож со сменными лезвиями для начала тоже вполне будет себя оправдывать. Крамкорез, сликер, иголки, нитки, раскройный мат. Вот такой. В основном зеленого цвета зачастую бывают. Но бывают и других цветов, разнообразные. И разных размеров они идут. Плита для пробития отверстий, чтобы не портились зубья ваших пробойников. Этот список можно было бы продолжать, но я сейчас говорю о самом минимуме необходимых инструментов. Может, конечно, я что-то упустил, напишите в комментариях. И да, дорогой инструмент более качественный. Но всегда следует помнить, что навыки и опыт нужно все равно нарабатывать. Потому что даже самым дорогим и качественным инструментом можно сделать кривые и некачественные изделия. И наоборот. Есть мастера, которые делают настоящие шедевры, используя самый простой, дешевый инструмент. Ошибка номер 3. Раскрой. При раскрое в первую очередь необходимо следить, чтобы всегда был нож очень острым, каким бы ножом вы ни пользовались.
Во время вырезания деталей линейку кладем, к примеру, у вас деталь вот здесь вырезана, линейку кладем, то есть не вырезана, а размечена, на деталь, чтобы то, что вы отрезаете, осталось снаружи. Деталь осталась здесь. Иначе, если у вас поведет нож в сторону, вы испортите деталь. В таком случае у вас деталь будет целая. Не старайтесь отрезать за одно движение ножа, одним движением. Лучше сделать несколько. Ну, здесь кожа тонкая, а вообще бывает, что кожа тянется. Лучше сделать несколько резов, не спеша, хорошо прижимая линейку. Иначе, если вы стараетесь за одно движение провести нож, вы интуитивно будете нажимать сильнее, и кожа может тянуться в этих местах. Все детали должны быть вырезаны очень точно по размеру. В противном случае малейшие неточности будут очень бросаться в глаза. Даже небольшое отклонение или несоответствие на 1-2 мм будут очень заметны на изделиях. Особенно это касается небольших изделий. Ошибка номер 4. Некачественный шов. Об особенностях ручного шва я подробно говорил и показывал в нескольких своих предыдущих моих видео. Ссылки я оставлю в описании. Распространенные ошибки по шву следующие. Несоблюдение очередности проведения нити. То есть, когда вы шьете, если вы от себя, к примеру, сначала правую нить проводите, а затем левую, а в следующем стежке наоборот, сначала левую, а потом правую, то, соответственно, уже будет неровный шов. То есть, алгоритм действий должен в точности повторяться на каждом стежке циклично. Далее. Неравномерное затягивание нити. По всей длине шва нить нужно затягивать с определенным одинаковым усилием. Тогда шов будет более-менее ровный. То же самое касается чересчур сильной затяжки, сильное затягивание, либо слабого. Если сильное затягивание, тогда видно на шву деформация кожи от того, что сильно стягиваете кожу. Слишком слабое затягивание нити будет со временем в процессе использования изделия, будет также нить еще более расслабляться, это будет заметно и будет некрасиво. После прошивки желательно пробить молотком, простучать шов. Тогда снимается напряжение с нити и более равномерным становится шов. Я это делаю исключительно только по мере необходимости, не всегда. Не менее важным является подбор нити. Об этом я подробно говорил в предыдущем видео, ссылка также будет в описании, в котором я показываю, каким пробойником, какую использовать толщину нити. Суть ошибки в том, что использование более толстой нити в отверстиях с мелким, сделанными пробойником с мелким шагом. Либо наоборот, крупный шаг пробойника, а нить очень тонкая. Вот, к примеру, я пробил отверстие с шагом 5 мм, круглые отверстия, и 3,85 мм. Здесь прошито, там где 5 мм шаг, прошито ниткой толщиной 0,45 мм. А здесь шаг 3,85 мм, а нить 0,8 мм. То есть, как видите, эта нить слишком толстая для такого шага пробойника. Вот. И здесь также эта нить тонкая для шагов 5 мм, тем более круглые отверстия. Поменять местами их нитки будет благоразумно и очень красиво смотреться шов. То есть 5 мм в районе 0,8 нить, а 3,85 нить должна быть в районе 0,45-0,55 мм. Но об этом вот я в предыдущем видео подробно говорил. Ошибка номер 5. Урезы. Всем хочется делать на своих изделиях красивые, заполированные, аккуратные урезы. Хотя есть очень немало мастеров, которые вообще не заморачиваются с обработкой урезов. Я, честно говоря, на выставках видел очень много таких изделий, где вообще никак не обработанные урезы. Но я не являюсь сторонником такого метода. В своих изделиях я обрабатываю урезы, стараюсь во всяком случае. Шлифовка наждачкой,
плюс окрашивание, плюс полировка. Ну, конечно, это растительного дубления, здесь хромового дубления, но, тем не менее, урезы, как видите, ну, в принципе, меня устраивают. Кто-то может, конечно, кому-то не понравится. Идеально в зеркало прям я не делаю. Но меня устраивает результат, который на моих изделиях. Если результат не устраивает, тогда заново шлифовка, покраска, полировка. Для полировки использую токаноли средства, как и, вероятно, большинство мастеров. Специальную краску для уреза я не использую. Возможно, в будущем буду использовать, но пока меня устраивает то, как я делаю. Секреты красивого уреза, по моему мнению, это: первое, ровный рез; второе, качественная шлифовка и снятие кромки; и третье, это покраска и полировка. Если результат не очень нравится, то повторяем пункты 2 и 3 снова и снова, пока не увидите результат, которым будете довольны. Следует помнить, что на коже растительного дубления, а также комбинированного, урезы обрабатываются намного легче, чем на коже хромового дубления. Но и тем не менее я не соглашусь с тем, что многие утверждают, что на коже хромового дубления невозможно красиво обработать урезы. Все возможно. Пусть не всегда идеально получаются, но на коже хромового дубления также обрабатывается. Имея кое-какие навыки и определенный опыт, вы сможете и на коже хромового дубления делать очень красивые и качественные урезы. Больше практики, и все будет красиво. Все получится. А плохому танцору, помните, правильно, хороший хирург поможет плохому танцору. Друзья, есть еще много пунктов, в которых новички могут допустить ошибки. Да и, честно говоря, не только новички, но и опытные мастера. Как говорится, не ошибается тот, кто ничего не делает. Но здесь я постарался показать самые основные из возможных ошибок. Это я рассказал исключительно свое мнение по этому поводу. Конечно, существует множество и других мнений на эту тему, и мое не является истиной в последней инстанции. И, возможно, в чем-то я ошибаюсь. Кто хочет поправить меня или дополнить что-то, пишите комментарии. Как обычно, под видео будут ссылки на мои каналы и группы, а также ссылка на ресурс с каталогами моих выкроек. А для тех, кто желает помочь развитию канала, чтобы чаще выходили новые интересные, полезные, качественные видео, появилась возможность спонсорства. Спонсорам будут в первую очередь доступны просмотры новых видео. Некоторые видео будут только для спонсоров. Ну и другие интересные бонусы. Также есть ссылка для донатов. Спасибо, что досмотрели до конца. Ставьте лайк, подписывайтесь, делитесь этим видео, чтобы больше людей увидели его. Всем всего наилучшего, будьте здоровы!